Дорогие подписчики и гости канала, сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас вторник, 23 мая, выпуск промежуточный. Хочу вам напомнить, что вы можете поставить лайк авансом и можете подписаться на наш канал, если вы смотрите без подписки. Также можете написать комментарии, как минимум из 5 слов, в поддержку нашего канала. Также хочу сказать, что, скорее всего, этот выпуск выйдет либо поздно ночью, либо утром 24 мая. Записываю я поздно, поэтому вы уж не обессудьте. Так, перейдем к новостям. Путин проводит совещание, во время которого ему объявляют, что те меры, которые были предприняты относительно диверсантов, сработали. Диверсанты выдавлены с территории России, и в Белгородской области наступило долгожданное затишье. Интересная реакция Путина на вторжение, как говорят у него в докладах, ДРГ на территорию Белгородской области. Я уже говорил о том, что Путин далеко не однозначно относится к жителям Белгородской области. Когда ему докладывали еще ранее о проблемах как раз в Белгороде и области, он говорил, что там проживают в основном украинцы, пускай мочат друг друга. Вполне такое философское отношение к проблемам жителей региона Российской Федерации. Может быть, конечно, Путин планирует в будущем отказаться от Белгородской области, может быть, и от Курской, может быть, и от Брянской областей в пользу Украины. Здесь, конечно, я, конечно, шучу, но отношение президента страны к регионам России, довольно-таки странное. По поводу самого вторжения, конечно, в кавычках, ДРГ на территорию России, на территорию Белгородской области, понятно, да, что это было сделано со стороны руководства Украины. Инициирована, вернее, эта акция, так как в акции принимали участие в основном граждане России, в подавляющем большинстве. Как утверждается, на территорию России вошли вообще исключительно граждане Российской Федерации в составе так называемой ДРГ. И произошло то, что произошло. По оценкам, по крайней мере, авторов докладов для Владимира Путина, есть погибшие со стороны российских военнослужащих. По поводу мирных жителей ничего не сказано, но мы знаем из открытых источников, что есть ранения, по-моему, у 7 мирных жителей. Путину про мирных жителей особо не рассказывают. Вероятно, не хотят расстраивать. Рассказывают про военнослужащих. Есть жертвы в том числе среди срочников. Погибли как минимум 10 солдат-срочников, как минимум. Цифры еще уточняются, но там была в целом неразбериха, и многие погибли из-за так называемого дружеского огня, когда убивали своих, вероятно, в какие-то моменты перепутав те группы, которые участвовали в выдавливании, что называется, вторгшися на территорию Белгородской области, и, вероятно, под огонь попали свои. Группы были не группы, которые участвовали в так называемой контртеррористической операции, были разобщены, у них не было коммуникации, не было связи по большей части, и была сплошная неразбериха. В целом была неразбериха. Как всегда, ничего никто не ожидал. Пришлось срочно стягивать дополнительные войска в Белгородскую область, пришлось срочно задействовать всех, кого можно было задействовать. Помните, да, как в старом стихотворении: ищет пожарная, ищет милиция, ищет фотографы нашей столицы ДРГ, только не столица, а Белгородщины. Ищут ДРГ. По поводу того, что Путин довольно философски ко всему относится, надо понимать, что на сегодняшний день защитить границы Российской Федерации в полной мере российские войска не в состоянии. Все боеспособные части соединения брошены на фронт. Фактически Россия полностью оголена. На сегодняшний день практически голыми руками можно брать
можно брать то, что называется граница Российской Федерации, вернее, переходить и захватывать регионы. Ну, это, конечно, условно. Я понимаю, что никто, конечно, этим заниматься не будет. В том числе, пока, насколько я понимаю, у Украины нет таких планов. Ну вот, для Украины важно, чтобы оттянули войска с линии фронта на границе с регионами. На границе, конечно, извините, на государственной границе в Брянской, Белгородской и Курской областях. И чтобы немножко оголилась линия фронта. Для того, чтобы, вероятно, провести максимально эффективно контрнаступление. Добьются ли они этого? Ну, посмотрим уже в ближайшее время. Ну, то, что происходит, конечно, не может не наталкивать на мысли, что Путин просрал абсолютно все. Абсолютно все, и просрал и фронт, и скоро все рухнет. Так, теперь давайте перейдем к замечательной карте, которую Зорькин показывал двойнику президента. Зорькин, конечно, понятия не имел, с кем он общается. Для него что двойник, что Путин на одно лицо, тем более он довольно стар, слаб на глаза, да и плевать ему, в общем-то. Ему надо было подвязать кому-то, извините, зад, и желательно самому президенту России Владимиру Путину, ну, двойнику так двойнику. Он-то думал, что общается с президентом, показывая псевдокарты. Таких карт, я вам скажу, можно найти великое множество на просторах интернета, и интерпретированы события там 17, 18, 16 веков на многих картах довольно по-разному. То есть при желании можно найти и интерпретировать в свою очередь карты по-своему. Здесь надо понимать, что основное желание Зорькина, что называется, поцеловать глубокую задницу российского президента. Хоть и уважаемый мною Юрий Шевчук, фронтмен группы ДДТ, известный, сказал, что Родина — это не жопа президента. Для многих, к сожалению, это так. Для Зорькина в первую очередь это именно так. Теперь давайте перейдем к обсуждению, не к обсуждению, легко пробежимся по тезисам Дмитрия Медведева, знаменитого клоуна кремлевского, абсолютно без малейших политических перспектив. Человек, ну, выступает в роли такого забияки и сорванца, престарелого, ну, употребляет достаточно много и спиртного, и, конечно, о алкогольной зависимости этого человека мы с вами прекрасно знаем, мы вас информируем регулярно об этом. Так вот, Медведев вчера выступил с новыми угрозами Западу и миру о ядерном апокалипсисе. Выглядит довольно смешно. Хорошо, что этого человека никто уже давно не воспринимает всерьез. Путин почему-то думает, что эти пугалки действенны. Я вам скажу, на что эти пугалки действительно действенны, так это на отношение Китая к российскому руководству. Китайское руководство попросило больше не налаживать контакты, не отправлять Дмитрия Анатольевича Медведева для общения с китайскими товарищами. Это такой мягкий намек, что с клоунами больше общаться не хотят. Китайские товарищи с гораздо большим интересом и вниманием общаются с Мишустиным. Мишустин для них, еще раз подчеркиваю, для них, это легитимный преемник. Китайские товарищи прекрасно знают о состоянии здоровья Владимира Путина, и Мишустин для них это тот человек, с которым можно и нужно будет договариваться после внезапного ухода, ну, либо не внезапно, либо запланированного ухода Владимира Путина с поста президента. Либо в мир иной, либо в небытие. Так, ну и давайте напоследок обсудим Лукашенко, который появился в информационном пространстве. Сказал, опять-таки, не дождетесь, жив, здоровый, невредим. Мальчик Вася Бородин. Это опять-таки цитирую старые советские стихотворения. Но Лукашенко немножко также поставил на место, по крайней мере, попытался поставить на место тех, кто уже было скакал, плясал на костях его, объяснил, что еще пока жив и будет и далее участвовать в политической жизни Республики Беларусь.
Я понимаю, что это в основном трагедия для Республики Беларусь, для белорусского народа, но жизнь Лукашенко продолжается и будет продолжать мучить белорусов еще какое-то время. Аденовирус, не аденовирус, это, конечно, шутки были по поводу того, что происходило с Александром Григорьевичем с его стороны. Мы с вами уже обсуждали, что с ним происходило в действительности. У него действительно было простудное заболевание, либо вирусное, там точно не уточняется, по крайней мере. Известно доподлинно, что это заболевание обострило хроническую болезнь и вылилось в проблемы сердечно-сосудистой системы. На сегодняшний день действительно оклемался Лукашенко и вроде бы даже неплохо себя чувствует. Так, на сегодня это все. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне, это самое главное. Мы работаем для вас. Поддерживайте нас, насколько это возможно. Всего доброго, до свидания.